Мы шагнули далеко за черту полярного круга, в большеземельскую тундру. Это край суровой погоды и сложного ландшафта. Земля здесь изрезана многочисленными реками. Их тихие воды в каньонах сменяются опасными порогами и бурной водой на быстринах. Чтобы достичь своей цели и добраться до самого холодного моря России, Карского моря, нам придется пройти по этим рекам больше 230 километров и преодолеть Карский кратер. Это будет опасное и тяжелое путешествие, к которому мы готовились несколько лет, набирались опыта и собирали подробную информацию о местности. Наш путь начинается отсюда, из гаража спецтехники. Один из этих вездеходов меньше чем через час увезет нас далеко в тундру, где мы потеряем всякую связь с внешним миром. Для нас это событие станет главным на ближайшие недели, и сейчас наши мысли только об этом. Пока жизнь этого гаража идет своим чередом, мы еще раз, наверное уже в 10-й, проверяем снаряжение и укомплектованность. Весь наш скрап уложен внутри вездехода. Баки общим объемом на 1000 литров заправлены дизелем. Поворот ключа зажигания. Сегодня предстоит неблизкий путь. 100 километров бездорожья через тундру и болото. Некоторые участки будет тяжело преодолеть даже на гусеничной технике. Все эти тумблеры, переключатели, рычаги и датчики предназначены для управления вездеходом. И чтобы научиться виртуозно пилотировать этой машиной, действительно требуются года. Но сомневаться в опыте экипажа все равно не приходится. Экипаж из 2 человек, стаж на двоих больше 50 лет. И места эти для них как родные, ориентируются они здесь как дома. Если все пойдет по плану, то часов через 5 или 6 должны быть на месте. Организация этой экспедиции была самой сложной за все те долгие годы, что мы изучаем крайний север. Сложности возникали буквально на каждом этапе. Найти забросчиков, которые смогут доставить до нужной точки в целости и сохранности как нас, так и груз, смогли только по рекомендации водителя, который забрасывал нашу группу в других районах севера несколько лет назад. За долгие годы путешествий у меня сложилось впечатление, что все забросчики севера друг друга знают и рекомендовать могут только тех, в ком уверены так же, как в себе. Ведь от этой рекомендации зависит здоровье или даже жизнь пассажиров и, конечно, собственная репутация. Промахи здесь недопустимы. Сейчас мы проезжаем город-призрак Хальмирью. Он был построен на одноименной реке. С ненецкого переводится как «река в долине смерти». С 2000-х годов после закрытия его территория используется в качестве полигона. Кочевые оленеводы ненцы считали Хальмирью священным местом, что добавляет загадочности и таинственности истории возникновения и причин закрытия города. Узнать эти причины, а также какое оружие здесь испытывают сейчас, вы сможете узнать, друзья, в нашем телеграм-канале. Рекомендуем к прочтению эту увлекательную информацию. Ссылка на телеграм есть в описании. Друзья, хочу с вами поделиться одной интересной новостью после возвращения с путешествия. Да, хоть и с приключениями, но нам все же удалось вернуться домой. И я сразу отправился сюда проведать свою избушку. Здесь тоже есть интересные новости, но о них чуть позже. Своей целью на этот летний сезон я оставил сделать террасу перед избушкой, но, как вы уже поняли, все пошло не по плану. Этой работой я занялся только сейчас и надеюсь успеть до снега. Главным открытием в эти дни для меня стала работа с новым инструментом под собственной торговой маркой Петровича – КМ Атом. При работе с аккумуляторным инструментом для меня важно, чтобы разные инструменты работали от одного типа аккумуляторов. И у торговой марки КМ Атом такая техническая возможность, на мой взгляд, реализована наилучшим образом. Этот шуруповерт нам подарили наши друзья из магазина Петрович, а этот кейс с набором бит положили в посылку в довесок, за что огромное им спасибо. А вообще у Петровича представлена линейка инструментов КМ Атом, в которой более 40 инструментов. Большинство из них нам точно пригодится в хозяйстве при работе с деревом и металлом. Но самое главное во всем этом, что при наличии аккумулятора при покупке нового инструмента из этой серии получается экономия до 30%. Так что следующий инструмент, а это будет рубанок, я смогу купить с хорошей скидкой.
Торговая марка КМ Атом представлена в оффлайн-магазинах Петрович, на сайте и в мобильном приложении. Друзья, если вам нужен аккумуляторный инструмент для стройки или садоводства, переходите по ссылке и совершайте выгодные покупки. В сердце необъятной тундры крайнего севера, среди суровых и величественных пейзажей Заполярья, скрывается один из самых живописных водопадов нашей страны – Хальмирью. Водопад впечатляет своей мощью и красотой. Вода, срываясь с высокого обрыва, разбивается о камни внизу и образует плотные облака брызг. Особенно завораживает это зрелище летом, когда солнце на крайнем севере практически не заходит за горизонт. В эти минуты оно освещает водопад золотым светом. Для ненцев это место является священным, и они веками из поколения в поколение передавали истории и легенды, связанные с водопадом. Место, где можно по-настоящему ощутить величие и мощь природы и окунуться в мир дикой, первозданной красоты. Дикий северный дух ощущается здесь во всем. В каждом из нас неутолимая жажда к приключениям и познанию нового, но вместе с ними и волнение, и тревога перед неизведанным. В этом году состав команды из 8 человек. Максим Васильевич, настоящий морской волк, прошел десятки горных рек 6 и 5 категории сложности, самый опытный участник команды. Анатолий более 10 лет организовывает северные экспедиции, и в этот раз все организационные вопросы взял на себя. С Андреем мы изучаем крайний север с 2017 года и прошли по рекам несколько сотен километров, сидя в одной лодке. Илья присоединился несколько позже, но за это время вместе мы успели преодолеть многое. А еще он профессиональный шеф-повар. Для Кирилла это вторая поездка на север. Первая состоялась в прошлом году, и сразу стало понятно, что в эти края он влюбился навсегда. Александр тоже в прошлом году впервые открыл для себя красоты сурового края. А для Виталия все только начинается. Это его первое путешествие. А это я, Денис. Съемки, монтаж и рассказ моих рук дело. Друзья, у нас есть еще одна хорошая новость для вас. Теперь наше видео выходит еще и эксклюзивно в ВК-видео. Уже завтра мы опубликуем там новый эпизод про дом лесника. Что с ним произошло и в каком он сейчас состоянии, мы подробно расскажем и покажем в этом видео. Ссылка на скачивание приложения есть в описании. Мы остановились на берегу реки Силова-Яха. Название переводится как «сильная река». Из обрывков информации, которые удалось найти, знаем, что во второй половине реки будут крайне опасные пороги. И от тех немногих людей, которым здесь довелось побывать, неоднократно слышали предостережения и, что самое волнующее, пожелание удачи, поскольку силу этой реки они прочувствовали на своей шкуре. Нам же это только предстоит. В путь мы отправимся завтра, а сегодня будем отдыхать в лагере. Я особенно люблю этот момент за то, что можно ознакомиться со снаряжением группы, детально осмотреть палатки, спальники, коврики и получить на них отзывы от людей, которые лично испытали все в полевых условиях. Я до сих пор под голову подкладываю рюкзак или свернутую одежду. А ведь давно есть туристические подушки, которые практически ничего не весят и не занимают места. На Алтае есть река, Чуя называется, очень хорошая река. Ну, а как-то все скептически относились к каскам. Кому, ну, короче, кто за, кто против, кто вообще что-то значит. Короче, пошли мы по этой реке. Река очень хорошая, серьезная, она так пятерка, а порожки пятерочные хорошие. Порог называется горизонт или турку. Короче, мы с Карифаном шли на двойке на моей. Зашли, значит, все нормально, красиво. А там с правой стороны очень хороший прижим, его всегда это самое, там киляет. Ну, мы маленько поджались, закололись нормально, я прилично закололся. Димон наверху был, все нормально. Это самое, отошли от скалы, от этого прижима. Я что-то раз чую, что у меня это самое, ну, что-то не в порядке. Короче, все равно грибу, почалились мы. Он на меня показывает и ржет. А я что-то раз рот открывать, у меня рот не открывается. Ну что за фигня? Получилось, когда закалывался, весло самортизировало камень и ударило по каске, вот где закрывается ухо.
она самортизировала и челюсть вынесла. А ее когда вынесла, я в горячах её ударил, она мне сразу на место стала. И вот сейчас, ну потом услышишь, она до сих пор чакать начинает. Ну и все, потом когда почалились, а весло загнулось. Он ржет с веслом, а мне-то больно. Ну, представляешь, что такое челюсть, когда вынесла? Ну и все, он ржет, потом я посмотрел, а весло прям вот такое. Мы кое-как выправили. Вот такая вот фигня. Так что каски, ребята, смех смехом, это вот лично на моем опыте. Это то есть даже ни обо что не ударился, чистое весло. Весло может самортизировать так, что тебе мозга вынесет. Офигеть. Вот попадет она в камень между рамой, вот между, представляешь, какое усилие? А те, катамаран же тянет. И все, Ну, и понятно. сыграет такая силища, что это самое. А без каски бы, все, у меня мозга бы вынесло. Да. А здесь она сыграла, самортизировала, так вот 2 ноги, и все. Рыбаки вышли на охоту. И уже есть первая рыбка в Андрюхе. День второй. Очень-очень-очень холодно. Вообще я не понимаю, я в зимней шапке и мне так холодно. Это какой-то кошмар. Моросящий дождик, сильный ветер. Не знаю, какая-то пронизывающая просто до костей мерзлота. Не знаю, я вот еще вот... У меня тут куртка, там кофта флисовая толстющая и футболка. И мне очень холодно. Сейчас я одену термобелье еще под это все. Не знаю, поможет, не поможет, потому что внизу термобелье одето и не помогает вообще. Я, наверное, 2 комплекта термобелья сейчас одену вниз. 2 термобелья комплекта вверх. Кофту, штаны, куртку, шапку, баф. Лето на севере короткое, и уже сейчас по вечерам с заходом солнца температура быстро опускается и стремится к нулю. А утром воздух начинает прогреваться только с восходом солнца. И чтобы до этого момента не мерзнуть, нужно активно двигаться. К счастью, работы в лагере хватает всем. Конечная цель нашего путешествия – Карское море. Чтобы в него выйти, нам предстоит пройти по Силовой Яхе 135 километров до слияния с рекой Кара, а дальше по Каре 100 километров до моря. Уровень воды в реке Силовая Яха в одни и те же месяцы, но в разные года, может сильно отличаться. По большой воде многие пороги можно пройти только на катамаране или рафте. На них-то мы и пойдем. Но если уровень воды падает до минимальных значений, в русле обнажаются острые камни, через которые в порогах пройти невозможно. Тогда придется обносить судно. Это физически сложно и отнимает много времени. И все же в этих моментах мы хоть как-то можем влиять на ситуацию. Однако на погоду повлиять мы не в состоянии. В устье река Кара разливается в ширину на многие километры, и если с моря приходит шторм, то волны в ней поднимаются до 1,5 метров, а скорость ветра превышает 25 метров в секунду. Плыть в такую погоду мы попросту не сможем, здесь придется полагаться только на удачу. Также в устье реки расположен поселок Усть-Кара, откуда нас должны забрать после выхода с маршрута. Поселок входит в пограничную зону, и попасть в него можно только предварительно согласовав поездку с различными государственными учреждениями и получив от них разрешение. На решение этого вопроса у нас ушло несколько месяцев. Однако заветное «да» мы получили, но буквально за считанные дни до начала путешествия. Вдобавок мы зарегистрировали наш маршрут в МЧС и сообщили планируемую дату окончания. И, конечно, мы взяли с собой спутниковый телефон для связи в случае чрезвычайной ситуации. Сгущает тучи над предстоящим путешествием и то, что в 2002 году на одном из порогов Силовой Яхи погиб человек. Причины и обстоятельства трагедии нам неизвестны. Время близится к полудню. Рыба стала активно выходить на поверхность за мушкой. Самое время выдвигаться. Что, все удобно сели? Да. Как грести, все помнят? Да. Плюс-минус. Мы будем делать короткие остановки на перекатах, где высока вероятность поймать крупный улов. Рассчитываем, что в этом путешествии рыба станет частью нашего рациона на протяжении всего маршрута. Первый хариус не заставил долго ждать.
Буквально в сотни метров от нашей бывшей стоянки начался клев. Рыба проявляет активность и клюет как на мушку, так и на блесну. Это, мне кажется, горбуша или кит. Ох. Это вот килограммовый точно. Я за Андрюху болел. Так это горбуша. Саня, возьми там вот это, потяни. Аккуратненько, дай на камень. Апу-апу! Это очень большой. Это еще больше, да? Это достойный экземпляр. По правилам рыболовства, в этом районе ловить разрешается хариуса длиной не менее 25 сантиметров. Этот даже на глаз явно больше. Так, и Кирилл Михайлович у нас. Общее количество рыбы не должно превышать 10 штук в день на одного человека. Но нам столько и не понадобится. Опа! Хариусочек! Так вышло, что я забыл спас жилет на берегу, где мы останавливались порыбачить. Но хорошо, что отплыли недалеко, буквально, может быть, метров 300-400. Я про него вспомнил. Ребята остановились, я сейчас забрал его и возвращаюсь обратно. Выход магмы был в этом месте, поэтому смотрится как будто бы цемент, смешанный с галькой. Но на самом деле это когда-то давным-давно была лава, которая сходила и тянула за собой камни. На первом же перекате становится понятно, что воды в реке в сравнении с ее обычным уровнем в это время года практически нет. Наша группа разделилась на две команды по 4 человека. Первая четверка идет на катамаране. В ее состав вошли Максим Васильевич, Анатолий, Илья, Виталий. Вторая четверка на рафте. Имена всех участников этой группы вы, друзья, уже знаете. Прежде чем пройти порог или шустрый перекат, каждая группа осматривает его с берега, обсуждают оптимальную траекторию и план действий, если все пойдет не по плану. Камень большой и берег между вот этими пройти. Как-то должны умудриться. И потом нас по коням потащат, как непонятно, потому что это боржа большая. И нужно ближе к берегу идти. Там тоже камни ближнее, а нас боржу. Ну хотя я, наверное, протащу. И потом просто по стремнинке и сюда пытаться вырулить, чтобы в камень не упереться. И вот поплыли первые 4 смельчаков. Мы стоим на Фоксе и готовимся кидать спасательные троса. Этот перекат технически несложный, опасения вызывают лишь камни на дне. На удивление, далеко не все окатаны водой, встречаются и с острыми краями. Однако, осматривая воду с берега, стало понятно, что сможем обойти их стороной. В худшем случае нет. Так, первые испытания прошли. Но на следующем скате правый баллон катамарана скребет прямо по камням. В этот раз все обошлось. Сейчас важно выйти из струи и не удариться в отбойный камень. Выходим из струи! Да ты так не гребите, вы так подтопайте, вы что, ребята? Так, парни, перегребаете вы? Не, правильно, гребем. Нормально? Гребем. Не слушайте его. У вас есть свой капитан на борже, не слушайте его. Говорят, что север полон тайн и загадок. С этим утверждением нельзя не согласиться. За долгие годы путешествий по суровому краю, когда уже казалось, что мы повидали достаточно, много вопросов вызвала неожиданная находка, которую обнаружили на берегу реки. Металлические обломки чего-то со следами осколочных повреждений прямо посреди тундры. Если судить по конструктиву и внешнему виду, можно предположить, что это часть ракеты или другого летательного аппарата. Для их производства используют сплав алюминия.
Из-за его особенностей детали между собой не сваривают, а фиксируют клепками или болтами, так же как на этих обломках. Наибольшие интересы и недоумения вызывают события, которые здесь могли происходить, в результате которых и появились эти обломки. Друзья, помогите разгадать эту тайну, поделитесь вариантами в комментариях. Давайте вместе разберемся в этом вопросе. Тундра полна загадок, а река сюрпризов. Серьезный порог. Сразу после выхода струя бьет в скалистый берег, а через 50 метров следующий порог. Оба технически неудобны для прохождения по малой воде. Когда воды чуть больше, первый порог можно проходить ближе к левому берегу, не сваливаясь в основную струю. Сейчас нужно идти прямо по струе и успеть выйти из нее, не столкнувшись с камнями. Получилось, но было близко. Наибольшая опасность возникает, когда судно ударяется о берег с последующим проскальзыванием по камням. Именно в этот момент, когда течение прижимает катамаран к берегу и продолжает тащить его по струе, баллоны рвутся об острые края породы. Наиболее безопасная траектория в этом пороге под левым берегом. Однако скорость струи, которая наплывает на левый берег, выше, чем скорость течения в центре порога. Катамаран может резко развернуть. Так и есть. Удар пришелся в раму, и только это спасло баллон. Нет, она ударяет об камни, здесь не выгребать. Первый порог мы тоже прошли без зацепов, но что будет на втором? Давай. Нас бросило на камень левым бортом, Ох ты ж ёжик. а на выходе ударило о стену. Но удар был прямой, без последующего проскальзывания по камням. Баллон остался целым. Парни, ну вы не давайте так об скалу, иначе... Ну спасибо. Ладно, Илюха, хорошо. Первый день на реке прошел удачно. Время заслуженного отдыха и подведения итогов. Это самый большой улов за сегодня. 900. Но мы знаем, что в этих реках водится хариус гораздо крупней. В этом году мы решили подстегнуть рыбацкий азарт. Кирилл был инициатором идеи с денежным призом для того, кто поймает самую крупную рыбу. Его поддержали все, и каждый внес посильную сумму. В общей сложности получилось 25 тысяч рублей. Пока что в лидеры вырвался Андрей, а Илья из свежего улова уже готовит малосольного хариуса. Это блюдо не требует термической обработки, всего лишь немного соли и лука. Филе рыбы, приготовленное таким способом, получается нежным, почти сливочным. А Виталий готовит кофе. Вечерняя атмосфера севера прекрасна. Она завораживает своим спокойствием, которое опускается на тундру вместе с сумерками, своим величеством и бескрайними просторами, среди которых мы растворились. И на берегу реки, даже в эту промозглую погоду, нам удалось создать теплую атмосферу в лагере и зажечь жаркий костер. Аромат свежемолотого кофе да дым костра. Здесь он пахнет по-особенному. Сухары местной карликовой березы отличаются от привычной нам растительности тайги, и запах у них совершенно иной. Вечерний кофе на фоне усталости нисколько не помешает моему сну. Сейчас я просто наслаждаюсь его терпким вкусом и ароматом. Отказаться от нежного филе малосольного хариуса и кусочка жареного я тоже не смог. Погода наконец-то налаживается, дождь пошел, все небо затянуло тучами и солнце не предвещается. Это, конечно, шутки все. На самом деле
хочется потеплее, чтобы было слегка, потому что, ну, северная погода, она такая прохладная, морось постоянно практически идет. Сегодня одеваемся максимально гидроизолированно, потому что через примерно 5 километров будет первый порог на реке. Я надел на себя сухой гидрокостюм. Многие ребята тоже в сухих гидрокостюмах, кто-то в мокром неопрене. Давай посмотрим, чем все закончится. Надеюсь, наши вещи не уплывут. Плавсредства останутся на ходу. Каска — обязательный элемент экипировки, потому что тряхнуть может хорошенечко. Ну и будет видно, как пойдет дальше. Вчера мы прошли 15 километров от 20 запланированных. Сегодня нужно пройти запланированные 20 и нагнать еще вчерашние 5. А на прохождение всего пути у нас заложено 12 дней. За это время нужно преодолеть 140 километров по реке Силоваяха и 90 по реке Кара. Каждый день грести физически и морально утомительно, поэтому в план заложено минимум 2 дневки. При этом раскладе нужно проходить 20 километров в день, и если все пойдет по плану, то на 7-й день дойдем до Кары. Остается 5 дней и 90 километров. И тут загадка, как же выкроить 2 дневки? Ответ простой, но требует пояснения. Кара широкая и полноводная река, но со своими трудностями. Порогов на ней нет, однако, когда с моря дует встречный ветер, плыть на веслах практически невозможно. А говорить о 20 километрах в день и вовсе не приходится. Своими силами преодолеть 90 против ветра мы не сможем. Но и отказываться от своей мечты увидеть Карское море мы не хотим. Взвесив все за и против и объективно оценив свои силы, мы решили дойти до намеченной цели, воспользовавшись помощью двигателя на 9 лошадей. После выхода в Кару мы установим его на рафт, для этого на нем предусмотрен транец на корме. Рассчитываем, что с двигателем сможем пройти оставшееся расстояние за 3 дня. Но вот Силоваяха в силу своего буйного характера и низкого уровня воды не позволяет установить двигатель раньше слияния. Поэтому мы настроены физически работать веслами и прекрасно проводить время за греблей. На некоторых участках других рек мы нагребали и больше 30 километров за день, но сейчас загадывать не будем. Впереди серьезные пороги, и гарантировать успешное прохождение никто не может. Мало движения, гребем. Все, поворачиваем и заскакиваем. Поддавай, трёх. Гребем. Вот, дальше гребем. Выгребаем. Гребем, Саня, назад. Вот и все. Вот полянка. Нормально, даже бревна, говорю, не слетели. Ой, блин. Назад посмотри, ты на камеру снимаешь? Не, ты не снимал. Я вообще забыл прийти. Вот на гальку, смотрите, полянка хорошая. Да, хорошо. Ну ладно, но все равно тяжело же было. Ну тяжело, но Кирюха лучше сейчас это сделать. День тяжелый в целом. Да, извиняюсь еще раз. Да я делаю его не в этом, просто Мы же все понимаем. Я просто устал. Тяжелая река, не просто грести. Есть небольшие порожки, которые все равно приходится осматривать, нужно выходить, на это уходит время. Мы в 10 часов вышли на воду и сейчас 6. Все это время мы гребли с небольшими остановками, минут на 15, покидать снасти. Пока что вырвался вперед Толя, по-моему, у него 1 килограмм 120 грамм рыба. Сейчас мы прошли небольшой порожек, но небольшой он, потому что воды мало. Если бы было сантиметров на 20 больше, здесь бы вообще был бы совершенно другой расклад. Но вот сейчас ребята пойдут за нами, так что будем им подсказывать, сверху стоять, смотреть. Сквозь шум воды мой голос было не слышно на катамаране. Команда осматривала порог с берегу, но некоторые камни под водой в сумерках разглядеть не удалось. Давай, тихонько, все, хорош, греби! На один из них катамаран сел левым баллоном, а течение продолжало тащить правый. Судно развернуло и в узком проходе бросило на стену. Все, вот здесь идем.
Этот свал мы прошли ближе к левому берегу, по центру обливной камень, на нем-то и застрял катамаран. Крайне опасная ситуация. Левый баллон об острый край камня может порваться в любой момент. Бурная вода подхватит правый и стащит катамаран в струю, где бросит его на следующий. Давай столкну! А это пример того, как с разных ракурсов отличается река. С берега я вижу неглубокое русло с быстрым течением. Однако с катамарана видно, что между большими камнями есть глубокие проемы. Они выглядят как темные пятна на дне. Если в них оступиться, вода вмиг подхватит и стащит по перекату, ударяя о каменные стены и валуны. В этой ситуации Максим Васильевич сориентировался быстрее всех и столкнул катамаран с камня. Васильевич, видно, сразу старый морской волк. На себя взял всю ответственность. Это он, да. Все сделал. А мы его назвали долгожданным Колян. Я думал, сейчас об эту скалу распоримся. Здесь стать? Сегодня была долгая монотонная гребля. Взяли 23 километра. Если завтра пройдем столько же, то послезавтра сделаем дневку и как следует отдохнем. А сегодня силы остались только на постановку лагеря и быстрый ужин. Вылез я из палатки в 5 утра, в надежде поймать трофейную рыбу. В это время года с Кары сюда уже должен подниматься арктический голец. Пожалуй, это самая желанная рыба в этих местах. Она принадлежит к семейству лососевых, и по вкусу она превосходит хариуса в разы. По крайней мере для меня. Крупный голец предпочитает стоять в ямах с небольшим течением. Кажется, здесь подходящее место для него. Но пока берет мушку только мелкий хариус, который тут же отправляется обратно в реку. Недалеко от места стоянки протянулся первый каньон на этой реке. Глубокие темные воды с торчащими островками из вулканической породы. Сверху такой ландшафт кажется неземным. Зеленые берега с густой растительностью всегда были местом обитания гнуса. Его особенно много вблизи открытых слабопроточных водоемов, поскольку личинки и куколки многих из насекомых развиваются в воде, а это отличная кормовая база для рыбы. Так что без внимания этот каньон мы точно не оставим. Каждый вечер мы ставим метки на берегу реки, чтобы отслеживать падение воды. И за 2 дня отметили снижение примерно на пару сантиметров. Для нас эта новость не лучшая, поскольку наши судна рассчитаны как раз на большую воду. Они объемные, вместительные, и проходить большие перекаты и пороги на них заметно легче да безопаснее. А на мелких перекатах они будут только дно скрести. Саня, сработали на ура. Но это не рекордный, но для тебя рекордный, но... Как и ожидали, в каньоне рыба проявляет большой интерес к любым наживкам. Наверняка где-то здесь есть и трофей, просто нужно время, чтобы его найти. Но времени мало. Сегодня будет еще один трудовой день. К вечеру должны добраться до следующего каньона, где наконец-то и поставим лагерь для завтрашней дневки. И уж точно поймаем трофейную рыбу. Поперек реки через всю ее ширину каменная стена. Удивительное творение природы. И удивляет здесь все. Эта стена по форме похожа на выход породы, которая появляется в результате столкновения литосферных плит. В этом регионе, по утверждению ученых, 300 миллионов лет назад столкнулись восточноевропейская платформа и Сибирь. А значит, сейчас мы видим частичку событий, произошедших в те годы. А еще этот регион был богат на вулканы, и гора справа тому доказательство. Такая слоистая структура с явными очертаниями наплывов породы характерна для мест, где извергались вулканы. Это застывшая лава. По форме скал здесь хорошо прослеживается бурная геологическая история этого района. А еще удивляет размер рыбы, которая схватила мушку с поверхности воды рядом. Рыба явно была не меньше утки,
И непонятно, то ли утка испугалась речного монстра, то ли просто не любит объектив камеры. Полярный край – это удивительное и загадочное место, завуалированное многими мифами и легендами. С одной стороны, это отдаленные земли кажутся безжизненными, а с другой – уникальная экосистема, полная жизни и удивительных природных явлений. То, что кажется красивым, одновременно с этим может быть и опасным. Мы их будем страховать. Да, Васильевич? Да, обязательно. Порог серьезный, 3,3+. Стена на реке – это серьезный порог. Чтобы проскочить его и не повиснуть на камнях, как это произошло вчера, нужно набрать скорость. Но разогнать такую баржу веслами сложно. Гребем изо всех сил. Мы прошли этот порог, именуемый водопадом, легко. У нас большое судно, даже не заметили, как скатились. У ребят катамаран поменьше и, возможно, тряханет. Мы стоим на подстраховке. У нас морковь спас конец так называемый. Сейчас они уже стартуют. Не перегревай. Давай, давай. Давай, все, пошел. Все, поехали! Широкие разливы реки с тихим течением сменяются узкими коридорами, где вода набирает силу. Однако для нас наибольшую опасность представляют мелкие участки с быстрым течением, как этот. Габариты рафта и его осадка из-за нашего собственного веса и веса груза лишают его маневренности. Порой мы просто не в силах направить его туда, куда нам нужно, из-за чего бортами цепляемся за обливные камни, что существенно мешает движению. Резко к этому ближайшему. Надо вон к тому берегу плыть. Направо. Налево тоже. Пацаны, все, дневка. У нас проблема. Баллон порвался. Вытягивайтесь немножко. Сегодня прошли 5 километров. Чтобы наверстать недостающие от запланированных, нам и целого дня не хватит. Сказал боцман и грязно выругался. Правильным решением будет сделать сегодня дневку, пусть и не полноценную, но времени на отдых должно хватить. А уж завтра с новыми силами в путь. А воду сливать не будет? Там мне где-то лежат. Надо сейчас поднять, посмотреть. Оттуда тоже она проклеилась. И залезть. Но он тут шипело в этом месте. Я не видел. Надо, знаете, что сделать? Посмотреть, есть Вдруг там камни где-то лежат. Надо сейчас поднять, посмотреть. Оттуда тоже она проклеилась. Он тут шипело в этом месте. Я видел, пузыри шли. Но он зацепился, видимо, камнем за веревку. Сейчас там вода спереди. Сейчас подойти, ребята. Может,
Хариуса нет, Толян? Не попался, наверное. видишь? Лови за жабры, если что. Ну ничего страшного. Чау. Мы свою лодку пропороли бочину около 60 сантиметров порез. В общем, день потеряли. Опять. Длина разрыва около полуметра. Это не какой-то прокол от гвоздя. Залатать такой порез непростая задача, потребуется время. Первым делом нужно высушить поврежденный баллон. Здесь на севере с погодой не всегда удается договориться. Иногда, вопреки нашим просьбам о солнечной тихой погоде, весь день может идти дождь и регулярно налетать порывы ветра. Однако сюда мы едем не за хорошей погодой, а за тем, что так волнует душу. Красота этих мест в первозданном виде, запахи тундры, вкус речной воды, сон в теплом спальнике под звуки ветра и дождя. А самое главное — люди. Говорят, что дружба, проверенная испытаниями, самая крепкая дружба. А если все эти испытания пройдены сидя в одной лодке, то такая дружба навсегда. Суровый край бывает и благосклонен. Если на дождь и ветер мы почти не обращаем внимания, то теплому солнцу на севере всегда радуемся как дети. Завтра будет такой денек тяжелый. Завтра пороги с малым количеством воды. Очень интересно. Скорее всего, очень часто придется лодку поднимать, дабы опять ее не вспороть. Потому что, ну, если мы ее будем так вспарывать раз в 5 километров, то давайте посчитаем, что мы даже до Кары не дойдем. Друзья, это первая серия нашего путешествия за полярным кругом. Первые дни получились самыми спокойными и легкими. И вопреки нашим ожиданиям, следующие дни будут только усугублять наше положение. Но, как говорится, нет худа без добра. Среди всей этой суеты мы сделали потрясающее открытие. Нам удалось найти черное золото тундры прямо на поверхности Земли. Но об этой удивительной находке расскажем в следующем видео. Так что увидимся с вами совсем скоро. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока.